Да, то чувство, когда собака живет лучше тебя. Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня мы построим конуру, хотя нет, дворец для собаки Хаски, чтобы ей было где жить. Да я сама тут жить буду. Еды-то у меня много. Да ты уже чипсами там накрошила, я вижу. Когда я сделала собаку, многие в комментариях просили сделать для нее домик. И я сначала хотела сделать самую простую будку-конуру. Но для такой принцессы нужны поистине королевские покои. Да, Хаски милаха. А вы видели, как Аня ее делала в прошлом видео? Кто не видел, обязательно посмотрите. Ставьте лайк, если вам понравился этот замок для собачки. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Что еще ждет наших героев? Но переходим же скорее к мастер-классу. Для работы мне понадобится толстый картон. Я взяла картон толщиной 3 мм, боковые стенки размером 15 на 19 см, передняя и задняя стенка 12 на 15 и пол 12 на 19 см. На передней стенке я начертила дверцу и вырезаю ее при помощи канцелярского ножа. Все схемы, которые я буду показывать в этом мастер-классе, вы сможете скачать в моей группе ВКонтакте. Я их все отсканировала и загрузила туда в специальный альбом. Когда все детали готовы, их нужно соединить. Склеивать я буду моментом кристаллом и закреплять бумажным скотчем. Наношу клей на стеночку картона, приклеиваю две стенки вместе и, чтобы ничего не отвалилось, закрепляю бумажным скотчем. Когда стеночки склеятся, я просто уберу бумажный скотч, и мне нет нужды держать постоянно эти две стенки. Затем я приклеиваю пол будки и две другие боковые стеночки. Вот такая коробка у меня получается, и туда прекрасно вмещается собака. Если у вас собачка маленькая, то и размер выбирайте поменьше. Мне хочется, чтобы внутри будка тоже была красивая. Для этого я выбрала белый цвет. Изнутри можно покрыть будку грунтом или акриловой краской. Я выбрала акриловый грунт и тщательно прокрашиваю все стеночки. После окрашивания нужно дождаться, когда краска полностью просохнет. Вот так у меня получается. Башенки я уже буду делать из более тонкого картона. С одной стороны он коричневый, там я разместила разметку, а с другой стороны белый. Белый лицевой цвет. Лезвием я делаю разметку с лицевой стороны, но не прорезаю до конца. Эти линии нужны для того, чтобы удобнее было согнуть башенку. Аккуратно сгибаю по линиям сгиба и склеиваю. Получается вот такая башня. Таких нужно сделать 4 штуки. Расчертила деталь для верхней части башенки. Как вы помните, все схемы в моей группе ВКонтакте. Аккуратно вырезаю эту схему, сгибаю по линиям сгиба и склеиваю. Это нужно сделать очень аккуратно, чтобы башенка получилась ровная. Здесь также, чтобы держалась, можно закрепить бумажным скотчем. Стой, куда же ты? Похоже, нужен еще и поводок. Вырезаю квадратик по размеру внутренней части башенки и приклеиваю его туда.
После чего склеиваю две детали башни и плотно прижимаю. В результате получается самая настоящая башенка. Смотри, я тоже помогаю строить домик для собаки. И у меня получились 4 одинаковые башенки. Так как моя хаски маленькая принцесса, я хочу, чтобы будка у нее была розового цвета, розовый дворец. Поэтому я вырезала детали по размеру будки розового цвета и обклеиваю будку розовой бумагой. Наношу клей на поверхность будки, размазываю его кусочком картона и наклеиваю бумагу. Таким же образом приклеиваю и все остальные части. Вот такая будка у меня получилась. Если где-то торчит бумага, отрезайте ее. Вырезала две детали для крыши и склеиваю их вместе. Получается крыша с дыркой посередине, а по центру мы поставим башенку. Вырезаю деталь для башенки. Аккуратно складываю и склеиваю вместе. Сложность склеивания башенки состоит в том, что нужно приклеить стык в стык. Здесь нет каких-то дополнительных ярлычков, которыми можно склеить и закрепить детали. Если они вам необходимы, то обязательно сделайте, когда будете вырезать шаблон. Место для этих ярлычков есть, но я решила делать без них. В результате у меня получилась башенка, которая идеально и очень плотно входит в то отверстие, которое есть в крыше. Вырезаю прямоугольник по размеру внутренней части башенки и приклеиваю этот прямоугольник в центр. Для этого наношу клей на боковые детали этого прямоугольника. И посмотрите, какая классная крыша у меня получилась! Приклеиваю боковые башенки к будке. Я их приклеиваю по бокам, на переднюю стеночку и заднюю стеночку, таким образом, чтобы они выступали, торчали по бокам. Расчерчиваю шаблоны для боковых зубчиков. Вырезаю эти зубчики и приклеиваю спереди, по бокам и сзади домика, сверху между башенками, что придает нарядный вид домику. Чтобы собаке было уютно и тепло в домике, я вырезала из пушистого фетра подстилку и располагаю ее внутрь домика. Ее можно приклеить, либо просто положить. И сверху накрываю крышей. Ее также можно приклеить, либо сделать разъемной. И в результате домик для собаки готов. Он выглядит празднично, нарядно, и это поистине королевская будка. Настоящий дворец для собаки. Только, по-моему, Дракулаура уже устроила там себе штаб и накрошила чипсами. Ну ладно, простим ей это, ведь домик действительно классный, там хочется самой сидеть, не то что собаке отдать. Думаю, что этой милахе нужно сделать еще и аксессуары в этом стиле. Все вместе будет очень здорово смотреться и будет настоящий королевский собачий набор. Я очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс и понравился дворец для собаки. Все шаблоны вы можете посмотреть и скачать в моей группе ВКонтакте. Ставьте лайки за этот мимими домик. Жду ваших комментариев, что еще сделать для собаки. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. До новой встречи!